Всем привет! С вами Елена Веременникова, и я сооснователь проекта Daily Resource. У всех практически одни и те же запросы: как реализовываться, быть богатым, успешным, жить согласно своему предназначению, как взаимодействовать с другими людьми, как найти любовь. И сегодня мы поговорим о методе, который эти запросы помогает исследовать в разрезе собственной жизни. Для того, чтобы разобраться в этом методе, мы пригласили самого главного человека в России, не побоюсь этого слова, амбассадора генных ключей, Елену Синельщикову. Она является также кандидатом психологических наук и переводчиком книг Ричарда Рада. Однозначно будет интересная беседа. Всем привет! Очень рада присутствовать на вашем проекте, тем более тот проект, который действительно смотрит на природу человека с разных сторон. Меня как раз привлекли генные ключи тем, что они дают вот еще один фокус, один взгляд на природу человека, раскрывают для нас самих себя и дают более, наверное, широкое представление о себе, о мире, о встроенности нас в этот мир, по сути, повышают нашу осознанность, да, и нашу эффективность, скажем так, проявления в этом мире. Стоит отметить, что мы с Еленой работаем уже давно, и она делает разборы нашим клиентам, она проводит обучение, и все, кто проходит у нее консультацию, остаются в полном восторге, и они получают для себя дорожную карту, как любит говорить Алена Лой, мой партнер и сооснователь Daily Resource. И ты получаешь дорожную карту и широкое видение и понимание мира, и уже можешь делать более точные выборы, которые тебя ведут к счастливой жизни и ресурсной жизни, да. И вот здесь хочется задать вопрос: а что же такое генные ключи? И почему именно генные, как они связаны с ДНК? Хороший вопрос, тем более, когда звучит слово «гены», да, все думают, что действительно какая-то прямая корреляция с нашими генами. Хотя корреляция, естественно, всего совсем есть, но она всегда относительная. И генные ключи, раз мы уже в вашем проекте, этот проект о методах самопознания, то это один из методов самопознания, да, который, наверное, скажем так, дает какие-то действительно точечные, прицельные темы, смотря на которые, раскрывая которые для себя, мы как будто бы еще больше и больше проникаем в свою глубину. То есть есть какой-то в генных ключах такой вот точечный подход, и вот ваше представление, что генные ключи как дорожная карта, это действительно путь, то есть путь раскрытия себя. Почему генные, почему корреляция с ДНК? Генные ключи, они построены по принципу 64 кодов, но это коды сознания, коды нашего сознания. Да? Наша ДНК тоже состоит из 64 кодонов, которые кодируют аминокислоты. По сути дела, жизненный код построен на вот такой загадочной мистической цифре 64. Я не буду сюда углубляться, потому что каждый может найти и раскрыть для себя, что для меня здесь важно, когда я смотрю на корреляцию генных ключей как кодов сознания и кодов ДНК. Понятно, что ДНК кодирует наше тело, да, и все мы знаем, что даже тот код, который нам дан от природы, не все проявляется в этом мире, да, и очень много зависит от окружающей среды, и тем более развитие эпигенетики нам еще больше и больше дает научных подтверждений, что есть очень много спящих генов, окружающая среда очень сильно влияет, и мы можем разбудить те гены, которые, возможно, отвечают за наши страдания, за наши болезни, да, можем разбудить, наверное, те гены, которые, то есть активировать, скажем так, те гены, которые будут давать нам какую-то еще больше энергии, еще больше ресурса, еще больше видения и понимания того, что происходит, да, то есть и мы будем проживать совершенно другую жизнь. И вот в этом смысле генные ключи, которые тоже состоят из 64 кодов, но кодов сознания, да, каких-то вот тем жизненно важных, архетипических каких-то тем, смотря на которые мы во-первых, расширяем свою картину мира, мы расширяем свое видение, да, мы
работаем над своими какими-то, может быть, ограничительными установками, мы их расширяем. И все это, естественно, меняет нас, меняет наше окружение, соответственно, меняет ту среду, в которой функционирует наша ДНК. И, по сути дела, работая со своим сознанием, мы создаем совершенно другую вот эту окружающую среду, эпигенетическую ситуацию, которая может привести вот, ну, к различным последствиям, да, либо к активации своего ресурса, либо наоборот. Все зависит от того, какую жизнь мы проживаем. И тот профиль, который мы строится по генным ключам, в нем как раз и заложены те важные темы для каждого из нас, да, смотря на которые, раскрывая которые, мы можем как раз увидеть свою жизнь на низкой частоте, на теневой частоте, да, когда мы действуем в основном из страхов, да, и что это тоже может приводить к нашим каким-то и страданиям, и болезням, и краху в отношениях и так далее, либо мы можем проживать жизнь на совершенно другой частоте и выходить в совершенно другую реализацию. Я правильно понимаю, что хочется объяснить тем, кто будет нас смотреть, да, что, понимая свою теневую сторону или, свой, как я называю это, диапазон возможностей, понимая свои страхи или реакции, да, на какие-либо ситуации, ты можешь также знать противоположное состояние, к которому все мы должны стремиться, да, которое ведет нас к счастливой жизни, наверное, да, или там к своей реализации. То есть, понимая одно, ты можешь понимать и каким образом прийти к другому состоянию, противоположному вообще. Да, сами тексты ключей, да, раз у нас сейчас 64 есть текста, и структура текстов генных ключей как раз построена так, что она описывает 3 диапазона нашего проявления, да, то есть первый называется тени, это как раз то наше проявление, когда мы, в общем-то, обеспокоены больше выживанием, и когда мы чего-то боимся, переживаем, то есть делаем свои выборы из состояния страха, да, или там пытаемся избежать чего-то. А следующий выбор – это более креативное проживание себя, это уровень дара, ну и ситхи – наиболее высокий потенциал, да. То есть это вообще как бы с развитием осознанности мы можем на все происходящее смотреть и видеть, ага, вот оно, да, моя низкочастотная программа, вот это, эти мои вызовы, которые я сейчас в данный момент могу попробовать и сделать сознательный выбор и сделать что-то по-другому. И вот как раз, мне кажется, когда мы видим вот эту программу, здесь основной момент нужно не бояться смотреть, да, то есть и тени это ничего плохого, да, это не то, с чем мы должны бороться, а это просто показывает одно из наших проявлений, и в наших руках, то есть наш сознательный выбор, что с этим делать, да, и когда мы видим свою программу, особенно вот, когда люди приходят первый раз в генные ключи, когда видят, момент озарения, он наступает буквально сразу, да, а что можно было по-другому, а что можно было вот так, но мы должны приучаться делать по-другому, вот как раз уровень дара, описывающий в текстах генных ключей именно какое проявление этой темы, данного вопроса, данной темы может быть, да? То есть человек начинает себя отстраивать и уже даже фокусируя свое внимание именно на чистоте дара, да, то есть на частоте вот именно сознательного выбора. Тень дает тебе сигнал какой-то, что-то не так, да, и ты как бы понимая, что осознанно подходя к процессу, ты в этот момент, именно в моменте можешь выбрать свое другое проявление. Тем самым ты даешь своему мозгу еще раз и еще раз вот этот тот важный для нашего мозга опыт, который помогает тебе простроить совершенно по-другому твою жизнь. То есть выйти из реактивной природы вот этого вот низкочастотного реагирования, вот этого паттерна, который нас замыкал вот на каких-то автоматических наших, может быть, реакциях, да, наших, которые приводили, возможно, нас не к тем выборам, мы в моменте можем по-другому среагировать. То есть вот зная высокую частоту своего проявления. А каким образом вы вообще решили стать проводником генных ключей? Я уже сказала, я по образованию психолог, да. После диссертации я какое-то время работала
компаниях по пиару. В то время как раз были очень популярны предвыборные кампании, и вот я была одним из тех, у меня было свое агентство с партнершей, где мы участвовали в разработке проведения предвыборных кампаний. То есть это было какое-то такое первое проявление. Почему-то мне вот, не хотелось в тот момент, но, скорее всего, это, наверное, выбор на ситуацию, потому что какое бы у вас ни было образование, вы все равно смотрите, а что сейчас в мире происходит, да, и сонастраиваете себя, свои возможности, свои знания и навыки с тем, что происходит. В тот момент это было популярно, это было и выгодно в том числе, да, потому что это мы все в начале пути строим какую-то свою карьеру, заботимся о какой-то своей материальной базе, да, и это, наверное, был какое-то такое вполне естественное применение психологических знаний в этой среде. Ну, потом жизнь течет, все меняется, она у меня менялась также, и я ушла из этой сферы в сферу бизнеса. И в какой-то момент я пришла к тому, что как бы и бизнес начал проваливаться, да, и мы понимали, что нужно закрывать. И в этот момент ты вспоминаешь, а что ты вообще знаешь и умеешь? Ага, мне же всегда интересно было, да? И вот здесь очень важно, что то, что в жизни у вас было, чему вы учились, это всегда можно использовать. И тут я как бы опять решила вернуться к теме психологии, потому что, она никуда никогда не уходила, даже когда вы работаете в бизнесе, что это самое важное, это всегда человеческие взаимоотношения, которые всегда на первом месте, да, и понимание, как работает вообще мир, как работает бизнес, это всегда людские взаимоотношения и отношения с партнерами и так далее. И тогда я стала смотреть, а что в данный момент в нашем обществе популярно, куда люди смотрят, да, какими новыми методиками, потому что методы не стоят на месте, да, они развиваются. И кто-то мне сказал про дизайн человека, и я стала смотреть в ту сторону, приобрела книжечку, и мне говорят, вот с этой книжечкой покупают генные ключи. Но я думаю, интересная обложка, ДНК тут нарисована. А я, так как человек науки, мне это все очень нравится, да, и я так думаю, возьму ее с собой. Изначально я начала изучать дизайн человека. Но так как у меня был подход вот конкретный, а как я могу помогать людям, а что это значит в помогающей практике, да, вы должны их раскрывать, показывать какие-то сложные моменты, выходить из этого. Ну, то есть вот все эти работы с запросами людскими. Я понимала, что в дизайне у меня есть какое-то ограничение, я не вижу роста. И вдруг я вспомнила про эту книжечку, я ее открыла, там сайт основателя Ричарда Рада, я пошла туда и увидела вот те программы, которые дают конкретный вот метод работы с генными ключами на английском языке. Я их прошла. В этот момент как раз завершался бизнес, и на самом деле там было очень много таких сложных моментов. И я на своей практике, то есть, что это же работа над собой, да, я начинала понимать, насколько вот понимание себя через структуру генных ключей, насколько оно мне помогло быстро выйти из кризиса, который мы проживали. То есть где-то месяц мне потребовался на восстановление после всего этого. И все, кто меня знал в тот момент, и говорили, ну как же, вот мы только месяц назад, когда у тебя все это было, ты просто была в таком жутком стрессе, а сейчас ты смотришь, улыбаешься, ты жизнерадостная. Я говорю, все дело в ключах. Говорю, все дело в ключах. И когда на своем опыте я убедилась, как это работает, то есть я доверяла не знанию, не концепции, я доверяла опыту, конкретному опыту работы, прежде всего, над собой. Ну, а дальше я уже стала смотреть себя, друзей, подруг и так далее, и мы видели, как это меняет представление о себе, как это меняет и расширяет представление о мире и улучшает, в общем-то, взаимодействие. А можете вспомнить какие-то конкретные примеры, как генные ключи, если вы помните? Если нет, то пойдем дальше, да, но, может быть, есть какое-то яркое воспоминание о том, как конкретно генные ключи в тот период вам помогли на ситуацию взглянуть по-другому и начать действовать по-другому. И вот конкретно какой-то был, возможно, пример. Вот понятно, что их много, да, когда мы смотрим на все свои ключи, мы понимаем, что там 11 ключей, в каждом из них по 3 состояния, но, может быть, вот есть несколько примеров или один там. Да.
Ну вот когда касается примеров, у меня даже, наверное, больше вот о проявлении, ну, у нас есть 64 ключа, а еще есть у нас 6 линий, как бы 6 ролей, 6 паттернов, которые дают такой практичный и простой взгляд. И это как раз вот в профиле это тоже можно увидеть. И они вот ну, реально очень практичные. И, скажем, у меня в сфере IQ, это как бы сфера, которая отвечает за мои ментальные представления, ментальные концепции, через которые я смотрю на мир. И мы понимаем, что мы, смотря на мир, можем, в общем-то, видеть более объективно картину, а можем поддаваться своим каким-то эмоциям, интерпретациям, да, и начинаем защищаться от этого еще больше. Нет, чтобы как бы, в общем-то, про взаимодействие на другом уровне, мы начинаем там спорить, и так далее. И когда я увидела мою сферу IQ, у меня там вторая линия, которая как раз вот провокационный ум. И я стала смотреть, а что же, где? И я стала действительно наблюдать и смотреть, что вот это вот человек просто, может, задает вопрос, но это в близких отношениях очень проявляется. Человек просто задает вопрос. А я уже что-то себе синтерпретировала и начинаю провокационно очень отвечать, да, то есть я своим ответом, можно сказать просто, и вообще конфликт исчерпан, а вот эта провокация, когда вот мы не видим, что за этим стоит, мы начинаем чересчур, может быть, эмоциональный, как будто с нападками, да, как будто человек уже даже виноват за то, что задал мне этот вопрос. И когда ты это видишь, это настолько отпускает, и ты уже понимаешь, что можно же по-другому, действительно. То есть вот умение видеть свой паттерн, как он срабатывает, а это тот как раз триггер, который нужно отключать, потому что это такой вот, ну, как запускающий ситуацию. И провоцировать можно, но на более высокой как бы частоте, провоцировать можно на любовь, да, а провоцировать можно на скандалы, на спор. Вот, и поэтому вот уже я подлавливаю себя, когда вдруг хочется колко ответить, да, то есть когда вот есть это желание напасть, значит, это где-то мою собственную систему пробило, да, и ты раз опять возвращаешься к себе, и тут как будто бы вот через какую-то паузу, через выдох, да, то есть энергия опять к тебе, да, внимание опять к себе внутрь, ну это же мое, в общем-то, и ты это видишь, и ты уже слышишь этот вопрос по-другому. Никто вообще даже вот, то есть и не думал тебя там чем-то задеть, да, это просто вопрос, просто по факту. Можно ответить просто по факту, а не подключать свою какую-то там эмоциональный, заряженный ответ. То есть вот это в моменте ты можешь перестроить свою реакцию. То есть это будет уже ответ, а не реакция. Хочется добавить здесь, что понимание ключей партнера помогает также видеть его реакции, да, и не провоцироваться в том числе, да. То есть ты понимаешь, что у него такой паттерн, и это к тебе не относится, и тебя не пытаются сейчас провоцировать. Ну, человек пытается просто защищаться, да, бессознательная такая защитная реакция, и поэтому, понимая ключи человека напротив, ты можешь нивелировать какие-то даже спорные ситуации, да, или помогать ему через Да, вот чем мне как смягчение. раз, да, нравится, что мы же, когда более глубоко идем в ключи, мы рассматриваем не только свой профиль, но мы понимаем, как это работает у других, да, то есть вот, ну вот, в том числе через архетипы вот этих 6 линий. Это 6, это не 64, это очень просто, да. И мы как будто бы видим, что да, это защитная реакция другого, я-то здесь ни при чем. И вот это позволяет нам не вмешиваться в драмы других, да, и не пытаться их исправить. И видеть, что, в общем-то, ничего плохого не происходит. Просто человек почему-то, ну, мало ли что у человека, да, он начинает защищаться. Это значит, он всего лишь навсего, даже когда люди нападают, они защищаются, да, это всего лишь навсего в душе его тоже что-то болит, что-то сверлит, как и у многих у нас иногда всех бывает, да, и это действительно помогает. И мне очень много в тот момент открыло как раз, ну, когда я изучала, и, понятно, мы изучаем это все на собственном опыте и с взаимодействием со своим сыном, я действительно увидела, насколько ну, рабочая, скажем, практичная ситуация, когда мы видим паттерн свой, скажем, и паттерн ребенка. Ну вот даже вот по сфере, которой я
приводила IQ, да, у сына там у меня 4-я линия, я знаю, что вот когда вот мое вот это вот форсирование, когда я пытаюсь наброситься, скажем так, да, ну пусть в кавычках, у нас не так много с ним было каких-то таких реальных конфликтов, а у него защита сразу фиксированность, и то есть он все становится жесткий, к нему в этот момент не пробиться. Я уже это знаю, поэтому понимаю, чем больше я буду, например, продавливать свое мнение, тем сложнее мне к нему пробиться, потому что у него в ответ, потому что у меня идет как бы вот, ну, теневое проявление, да, я набрасываюсь, да, я пытаюсь продавить свое мнение. И это, с другой стороны, просто навсего, то есть это как будто бы на уровне физики. Если я давлю, другой хочет защитить границы, и он становится жестким в своих убеждениях, да. Поэтому, зная это, мне как бы проще, я уже тут такая, как я называю, сознательная манипуляция, но в плане, когда всем хорошо, да, то есть я уже понимаю, ой, что это я так давлю, да? Чем больше мягкости в нас, то это общее такое, да, положение, тем лучше это проникает внутрь. Вот. Ну и получается, когда мы на низких частотах с кем-то взаимодействуем, да, на уровне негативных эмоций каких-то, да, своих, на уровне страхов, стрессов, мы и притягиваем низкочастотные состояния других людей, в том числе и событий, да, и чем выше мы, тем и уровень событий повышается, потому что ты, ну, как бы поднимаешься над низкой частотой, да, и поэтому, когда мы в своих низких состояниях, мы провоцируем людей на их теневые стороны, ну, вот Да, так да. получается. Да, ну, потому что, как бы, в общем-то, все по резонансу, да, и то наше состояние, да, оно по резонансу и притягивает такое же, да, то есть, и когда мы говорим, это ты, соответственно, хорошо посмотреть, а что во мне сейчас, да, почему вот это ты во внешнем мире для меня проявилось. Существуют ли научные исследования, подтверждающие эффективность генных ключей? Хороший вопрос, потому что этот вопрос вообще даже, ну вот скажем, ну, психология, она уже признана как наука, да, и существуют ли научные исследования того, что, ну, психоанализ, скажем, зарекомендовал себя хорошо, или гештальт, или там любая другая психологическая техника, потому что, ну, на мой взгляд, вот доказать это нереально. Почему? Потому что когда ты действительно понимаешь, что такое человеческая психика, что такое человеческая природа, и понимаешь, что очень многое там не раскрыто, поэтому что будет здесь являться доказательной базой? Для меня работа с человеком, доказательство, это вообще как бы самочувствие самого человека, да, что у него меняется. То есть человек, его внутреннее состояние – это и есть мерило. Как мы его можем научно доказать? Не знаю. Потом даже вот по работе с методом, скажем, почему человек исцеляется, да, проходя психотерапию, да, или работая с собой по каким-то другим методам. Человек исцеляется только потому, что природа человека такова, что в ней заложен вот этот фактор исцеления внутренний. Остальные внешние манипуляции, они могут каким-то образом, да, запускать, воздействовать, но если внутри человека не заложен этот механизм, этого бы не происходило. Важно просто видеть, происходит это или не происходит. Если это происходит, значит это эффективно. Как это происходит? Даже вот, ну, с генными ключами или с сеансом психотерапии. Вот человек пришел, он как-то посмотрел, повзаимодействовал, понятно, что чудо не сразу, и у него может быть вот этот момент, инсайт и понимание не происходит, а потом он пошел, да, общается с другими, и вдруг у него кто знает, насчет чего это было насчет того, что ему сказал психотерапевт или что-то сказала, скажем, я, когда рассматривала его профиль. Но скорее всего, это заставило его посмотреть внутрь себя. И вот то, что он смотрит внутрь себя, именно это является исцеляющим фактором. Да? То есть и это приводит к каким-то тем результатам. То есть человек все равно, вот сам человек. То есть ни один метод, наверное, не будет столь эффективным, если он не затронет человека. И поэтому человек сам должен выбирать ту систему, которая ему резонирует. Вот для меня ключи оказались, да, и я с удовольствием людям объясняю, как с ними работать, ну, вижу эффективность. Если сравнить, например, с психологией, то в ключах вот все же есть некий неудобный вопрос, да, что мы в момент рождения мы получаем какой-то отпечаток, да, какой-то импринт, и это вот наш профиль.
Скажем, в психологии этого нет. Ну что делают психологи? Они на каждой сессии пытаются, да, заводить какие-то разговоры. Ну, в рамках, опять же, своей концепции мы остаемся. А здесь получается вот каким-то чудесным образом, не побоюсь этого слова, я не знаю почему, потому что я практик, да, я люблю просто взаимодействовать с людьми и смотреть, что происходит эффективно или неэффективно. Для меня это, насколько научно, я не знаю, но для меня практичное решение вопроса всегда является мерилом того, работаю я с этим методом или нет. И вот те почему-то темы, которые, вот эти 11, скажем, ключей, отпечатанных в нашем профиле, почему-то, то есть мне не нужно тогда проводить очень много различных бесед, чтобы подвести человека к этой. Вот мы начинаем смотреть эту тему, и это сразу каким-то образом идет вглубь. Не знаю почему, но это так. И какое здесь может быть научное доказательство, пока не знаю. Но, скорее всего, это эмпирический, пока идет метод достаточно новый, пока идет эмпирический сбор материала, да, и если это людям помогает, и очень хорошо. Как часто приходят к вам скептики, и удается ли переубедить человека, который вообще не доверяет этим знаниям и считает, что это все эзотерика, это все плацебо, не знаю. Ну, в процентном отношении, мне кажется, за весь свой опыт, может быть, только всего был один человек. Но я думаю, что человек выбирает, к кому идет. И там, скорее всего, может быть, было, что человек недопонимал, что именно, да, и некоторые иногда ведутся на какие-то броские заявления, да, которые якобы звучат. И люди бывают просто не готовы. И я абсолютно нормально отношусь к таким явлениям, потому что не все мы и все можем понять, да, то есть кто-то понимает физику, кто-то не понимает. Может быть, кому-то нужно просто хорошо отдохнуть, и вся жизнь у него наладится. По большей части люди, когда приходят, они уже понимают, что хотят. И они действительно приходят с глубокими вопросами и получают какие-то свои ответы. Причем, знаете, иногда я даже не понимаю, что они получают, потому что все равно есть какие-то вещи, которые человек не хочет озвучивать. Но говоря на тему там, его, скажем, ключей, линий, там, на тему его профильной, я как бы показываю болевые какие-то моменты, которые могут быть, да, или моменты роста, моменты вызова. Человек иногда, ну, там, качает голову, ага, для себя что-то решает, и иногда не обязательно ему это мне озвучивать. И мы просто потом он уже говорит, о, это было здорово, то есть я все теперь для себя понял и так далее. Вот. Насколько это эффект плацебо или чего? Опять же, что такое плацебо? Плацебо как раз и, наверное, нам дает понять, что не все, ну, скажем, это на примере таблеток, да, не все таблетки работают как действительно, ну, химические препараты, а тут больше об изменении нашего мышления, то есть мы начинаем доверять. И эффект плацебо – это, кстати, здоровский эффект, который говорит о том, что, ребята, только веря в это, да, только меняя свое мнение, какие-то свои мысли и представления, вы меняете физиологию. Да, вы меняете, ну, биологию, вы меняете химию в теле и так далее. То есть тут как раз вера, да, то есть что такое плацебо? Это вера, что мне дали это, и это помогает. Это уже можно показать, насколько наш материальный мир зависит не только от материи. Да, и по сути мы вот в этом эффекте, да, доверяем, открываемся, мы открыты, и организм сам себя исцеляет. Я не говорю о том, что надо идти и Святым Духом питаться и не обращаться к врачу. Это первое, что мы вообще советуем нашим клиентам, да, если у вас там болит зуб или какие-то есть физиологические проблемы, вы должны идти к специалистам. Но вместе с тем, как важно, да, быть открытым к тому, что в организме вообще всего достаточно для того, чтобы себе помогать, да, особенно что касается психологических каких-то моментов. Но я не говорю про клинические депрессии, да, которые тоже лечатся только специалистами, и мы там не практикуем это. Но вот когда как здорово, когда человек сначала пытается найти опору в себе, а не во внешних каких-то средствах.
Да, и вот правильно у вас прозвучал этот акцент, что метод, он должен соответствовать состоянию человека. И даже в генных ключах, и вот основатель Ричард Рат, он тоже часто говорит, что генные ключи – это не психотерапия. И иногда люди бывают в таком состоянии, которым действительно нужно идти проходить терапию. Ну, даже вот в случае с клинической депрессией это только может усугубить, потому что здесь мы работаем с созерцанием, здесь больше мы, в общем-то, задействуем вопросы своей осознанности, да, а когда вы истощены, когда вы проявляетесь, и нуждаетесь в каком-то другом уходе, то, естественно, нельзя использовать, да, нельзя человека. И это, везде есть дискредитации метода. И для меня, например, всегда важно услышать запрос, когда человек хочет провести консультацию, хочет разобрать, и всегда спрашиваю, для чего вам это надо, что именно вы хотите. И иногда то есть в моей практике есть те случаи, когда я отказываю в консультации, потому что когда я слышу явно, немножечко запрос не в ту сторону или с каким-то, Например, когда, больше такой эзотерический уклон и с прогнозом, а здесь дело не о прогнозе, а о работе с собой, да, то есть вот как будто человек хочет быструю пилюльку получить, и очень часто вот, такой мистический какой-то совершенно, да, как будто чудо ждет, как какое-то больше, да, я достаточно откровенно говорю, извините, я рассматриваю ваш профиль, мы ответа не получим на этот вопрос, что вам все же не сюда. Иногда ты, так как я клинический психолог, иногда чувствуешь, что, человек действительно в каком-то психотическом состоянии, и остро-психотическое состояние – это точно, наверное, не то состояние, в котором нужно разбираться в своих каких-то паттернах, да, паттернах защиты или еще чего-то тоже. То есть сначала нужно привести себя в порядок. То есть состояние человека, его ресурс – это важно, с которым мы начинаем работать. И главный принцип – не навреди. Генные ключи тесно связаны с дизайн-человеком в сети интернет, и у этого есть основания. Вот я хотела бы вам задать вопрос, как они связаны и в чем их отличие? Скажу свое мнение, потому что тут бытует много разных мнений, и я не считаю, что мнение должно вступать в перепалку и оспаривать кто как. Я скажу, как я это вижу. Потому что я вижу, что корень у них один. И у дизайна, и у ключей один корень – это идзин. И вот эта китайская книга «Перемен», которую очень многие вспоминали, да, и среди наших психологов это юнгинианцы, и Мария Луиза фон Франц в своих лекциях упоминала тоже, как Юнг разбирал идзин, как он смотрел на синхроничность процессов через эту книгу. То есть это были еще обращения у всех других. И вот и дизайн человека по-своему, да, и развивает и интерпретирует идзин. И генные ключи – это тоже как бы развитие современной интерпретации идзин, но больше, наверное, с понятием связано развитие осознанности, да, то есть разные уровни осознанности, то есть больше работы с сознанием. Дизайн человека больше опирается на форму, на тело, там очень много какой-то логических таких структур, на мой взгляд, которые основываются на аксиомах. Да, то есть концепция изначально, либо концепция вот есть так и есть так. Для меня это всегда ограничение. Я люблю смотреть через многие концепции, я люблю так, чтобы концепция не ограничивала, то есть не опиралась на аксиомы, а старалась, наоборот, расширить твое видение. Несмотря на то, что известно очень многое, что нам неизвестно, и о природе человека это точно. То есть, может быть, и нам это предстоит в ближайшее время еще больше, если мы будем открыты, если мы не будем замыкаться в одной концепции. И вот для меня дизайн больше аксиомы, больше замыкается на концепции, да, что вот так и не иначе. А ключи – это больше о расширении сознания, расширении нашей осознанности, что в принципе позволяет увидеть, что практически возможно все, да, вот это как бы расширение нет границ для нашего восприятия в том числе. Какие основные запросы, с которыми к вам обращаются клиенты? Можете привести прям примеры, чтобы люди, которые будут нас смотреть, могли узнать себя в этих запросах?
Ну, в принципе, любой психологический запрос, да, его можно рассмотреть каким-то образом через профиль, потому что в профиле есть очень много различных сторон, что ли, с которыми мы можем подобраться. Ну, скажем, один из запросов партнерские отношения, да, и у нас есть определенная сфера, которая очень много раскрывает сразу, да, то есть можно не идти вглубь, а только посмотреть и сказать: ребят, у вас вот вы постоянно триггеруете, потому что у вас вот у одного вот такая программа, у другого такая, да? Ну вот это поле притяжения, например. То же самое это и в партнерских отношениях, и в отношении с детьми. Приведу, скажем, на примере своего взаимодействия с сыном, например. У меня здесь такой паттерн в этой сфере, который мне достаточно просто быть с человеком рядом, да, и это и с детьми проявляется, и с любыми другими, там, и в партнерстве, просто быть в поле независимым, ну, вот просто находиться рядом даже в одной комнате, это как бы, и кто со мной готов всегда рядом, значит, у меня такое подсознательное, как будто бы это значит, он меня любит, а если он не со мной, значит, он меня не любит. Это для меня достаточно, если я рядом, я люблю, я здесь, все хорошо, то есть это вот какая-то такая безопасность. Для моего сына другая история, и для него важно, чтобы человек с ним что-то делал, вовлекался в его деятельность, да, то есть не просто сидел рядом, а когда он рос, там: мам, пойдем потанцуем, мама, вот тебе машинка. Мне казалось, что я могу просто отсидеться в его комнате, да, ну, то есть вот, потому что я так росла, я так чувствовала, для меня этого было достаточно. Я заходила в комнату, где там был папа, смотрел телевизор, приносила свои куколки, садилась рядом, мне больше ничего не надо было, он меня не гнал, да, то есть он меня любит, нам все хорошо, я занята собой. И я также перекладывала это, скажем, да, я как раз тогда еще не знала ключей, это потом, когда я уже узнала ключи, я увидела тоже подтверждение, насколько это верно. А для вот моего сына было важно как раз то, кто с ним проводит время именно в его активности, не просто отсидеться рядом, а вот тебе машинка, нет, давай, я всегда говорила: машинка заехала в гараж, вот. Находила, то есть опять согласно своей линии, просто побыть, а ему важна активность. И кто с ним больше активничал, тогда для него как будто бы это тот человек, его и любит больше. И вот и в партнерских отношениях это может быть, потому что у меня был такой запрос, он не хочет, скажем, со мной ехать, да, не хочет со мной путешествовать, а это тоже у человека есть также линия, которая, ну вот тот паттерн, который больше говорит, что если человек со мной путешествует, если он со мной что-то узнает, вот именно в такие, через опыт, да, чем больше опыта, значит, он меня любит. А для него, вот, может быть, у него так же, как и у меня, единичка, ну, просто побыть и сильно не втягиваться, да, или наоборот, у кого-то очень важно, чтобы говорить. И, соответственно, что получается, когда мы не понимаем эти паттерны, мы ожидаем: ага, а почему она или он со мной не разговаривает? Такое еще и он не знает, что надо поговорить. И если это у вас тяга, и ключи чему учат? Если это ваша тяга поговорить, ну, поговорите, да, задайте вопрос. И, скажем, ну, вот у меня та линия, которая просто сидит, но если кто-то со мной начинает говорить, естественно, я же тоже вступаю в диалог, да, то есть зная, что у вас отпечатано, да, вы можете уже это не проецировать на другого и не ожидать это от другого, а самим проявлять. И тогда все как будто бы налаживается. Ну, это вот, то есть как один из запросов. Другой запрос, там родители, понятно, обеспокоены и хотят понять, что с детьми не так обычно, да? А очень часто это с детьми все хорошо, просто наши родительские проекции порой тоже вмешиваются в детский процесс. Поэтому, когда родитель знает основные моменты, которые сейчас актуальны для его ребенка, да, и какой у него здесь заложен паттерн, им проще тогда видеть естественность. То есть, потому что для родителей не естественно, а для ребенка это естественно, да, то есть и знание своих паттернов как бы снимает лишние проекции на детей. И причем в ключах как раз в нашем профиле есть те сферы, которые, скажем, ответственны за формирование ребенка от 0 до 7 лет. И если там родители как раз с таким запросом, то есть ребенку, я уточняю, сколько, ребенку, скажем, всего 3 года там или 4, да, и мы начинаем смотреть, да, что для него сейчас важно.
И это совершенно простые, то есть не надо идти в дебри, это совершенно какие-то простые моменты, которые могут снять много вопросов. Либо ребенок пошел в школу от 7 до 14 лет, там формируются уже эмоциональные реакции защиты, мы смотрим туда. Да, либо подростковый возраст, концепция, родители все обеспокоены, а подростков вообще уже не волнует родительский мир, они уже ориентируются на то, как думает их окружение. И то есть это снимает вопросы и у родителей, да, ну и детям позволяет как бы расти в той естественной для них манере, что ли. А можете теперь вот вглубь пойти и рассказать, почему основных ключей 11, хотя существует 64 архетипа, да, и вот что определяет выбор этих 11 ключей? Эти 11 ключей — это как бы момент вашего рождения, точно так же, как у астрологи составляет натальную карту, да, то есть в момент вашего рождения каким-то образом вы получаете вот этот отпечаток. И если там на дизайн человека смотреть, там 26 активаций, в ключах пока 11, это всего-навсего просто простой вход в раскрытие вашей психики. Но вот то, что как Ричард Рад, как это увидел, да, что лучше раскроет вашу природу, как лучше раскрыть ваши взаимоотношения с партнерами, да, как лучше вам вписаться в социальное окружение. То есть и вот как бы этих ключей пока достаточно. Но важно понимать, что это как раз положение, это берется от положения планет в момент вашего рождения, и еще там есть некоторые активации, которые идут за 3 месяца до вашего рождения. Чем вот может быть, скажем, профиль генных ключей или бодиграф дизайна человека отличается от натальной карты. Натальная карта смотрится только в момент рождения, а здесь как будто бы еще мы же не только в момент, когда родились, еще было что-то очень важно, да, когда мы еще в утробе матери находились, и вот за 3 месяца до рождения. И самое интересное, да, то есть вот опять, не знаю, тайна жизни, но действительно те позиции, которые не при рождении, а за 3 месяца до нее, они играют какую-то важную направляющую роль. И у меня вот, когда я узнала о своих, у меня это очень, очень сильно резонирует. То есть я понимаю, что корень идет оттуда. Ну и в принципе вполне нормально, да, человеческая жизнь зарождается намного раньше, нежели мы вышли из утробы матери. Очень много влияний тоже, да, у нас начинается до этого. Поэтому сейчас это всего 11, но мы уже еще рассматриваем еще плюс 3 дополнительные сферы по мере того, как Ричард их озвучивает и показывает, а что, потому что важно же не сфокусироваться, да, не расплыться по дереву, а это дает вот какой-то вход, какой-то фокус. Тем более даже из этих 11 мы начинаем входить медленно в себя. Мы сначала рассмотрим 4 сферы, да, это как активация называется. Вот основная наша природа такая, да, вот важно быть вот таким, вот, то есть вот это состояние, которое обеспечивает тогда мое проявление в этом мире. Вот. А дальше уже следующие 6 сфер, они раскрывают ваши взаимоотношения, ваши ментальные установки, ваши эмоциональные защиты. Очень много можно что увидеть. То есть и иногда мне кажется, что вот сначала ты видишь одну какую-то глубину, да, потом ты можешь уже проникнуть глубже. Это все работа с бессознательным. Бессознательно вас никогда не пустит в глубину, да, если вы не пройдете слои. Да, ну вот если мы бросаем камень, он идет на дно моря, он же проходит слои. Также и здесь вот, ну, работа через снятие каких-то тех наслоений, да, и вот погружение все больше и больше. Очень часто, кстати, так бывает, что люди возвращаются спустя там пару лет ко мне опять. То есть они что-то для себя поняли, там что-то решают, какие-то задачи. Через пару лет вдруг опять вырисовывается, да, и хотят, потому что у них еще получается какой-то запрос, который одному не дает пойти глубже, потому что все равно есть сопротивление, да? Получается, генные ключи, я по себе могу сказать, да, они исследуют сначала вот в активации твое отношение с собой, и ты должен научиться слышать себя, справляться там, со своими паттернами, да, на уровне там, принятия решения, которые касаются тебя, там, дела жизни, предназначения, здоровья, да, ну, вызовов на жизнь, да. Дальше ты должен, научившись справляться с самим собой, разбираться, как я могу проявляться в
партнерстве с другими людьми, с окружением, да, и только после этого ты идешь изучать, а как я получаю материальное, да, от своего взаимодействия с миром, да, в первую очередь и с собой, и что я могу миру дать. И тогда вот наступает эта третья, Мгм. сейчас вы расскажете, да, третья часть, да, которая говорит о твоем отношении с деньгами, да, условно так. Мгм. И вот, существует же золотой путь. Можете рассказать подробнее вообще о нем? На конкретных прям примерах. Вот вы сейчас как раз очень хорошо сказали, потому что это то, что вы сказали, вот эти три части, это и есть профиль делится на эти три части, и каждая эта часть это какая-то из последовательностей золотого пути. Золотой путь, то есть весь этот профиль, это и есть наш путь. То есть каким образом мы овладевая собой, своими состояниями, да, преодолевая свои защиты, раскрывая себя, да, начинаем служить этому миру совершенно на другом уровне и приходим к благополучию. Да, одна последовательность называется активация, и вот мы рассматриваем там только 4 сферы. Как раз вот, да, нам нужно понять свою природу, и нам нужно заботиться о своем состоянии. И самое интересное, что вот это как раз трюк такой некий у генных ключей, когда там же есть сфера, которая называется предназначение, да, сфера цели или предназначение все. А в чем мое предназначение? Самое интересное, что в генных ключах предназначение стоит в сфере, которая отвечает за ваше физическое проявление, и, в принципе, за вашу внутреннюю стабильность и говорит, что предназначение – это, во-первых, быть здоровым, да, человеком, уравновешенным внутри, стабильным, да, то есть и она обращает нас к телу. То есть там 2 сферы, которые отвечают именно за наше здоровье. В здоровом теле, как говорится, здоровый дух, да, и тогда, понимая свое, да, то есть заботясь о себе, именно о своей физиологии, да, о своем теле, да, мы обретаем какой-то ресурс, мы меняем свое состояние, и из этого нового состояния мы тогда проявляемся по-другому, да, потому что дело жизни – это как проявление нашего в мире, но оно основывается, потому что дело жизни не является предназначением. И вот это такая интересная вот конструкция, да, в самом профиле, которая вот, тебе такие какие-то шок-моменты, да, мы все думаем, что наше предназначение – это что мы здесь делаем, да, вот мы должны делать, а вообще оно начинается с того, каким мы должны быть. И вот меняя свое состояние, то есть меняя, какой я есть, только это по-другому простраивает нашу траекторию. То есть и тогда уже мы дело жизни по-другому проявляется, но основа, какой я есть. То есть вот какой я есть, мое бытие, оно определяет то, как дальше я буду проявляться. То есть вот это наше становление, если мы хотим что-то изменить, то мы должны вообще поменять свое состояние, мы должны вообще заняться собой, заняться своей физикой. Понимание, что ты все равно, что ты – это не только твои концепции, и когда зная, как работает еще и тело, да, как это все устроено, почему эмоции настолько порою нас ослепляют и так далее, да, и зная природу работы мозга даже, да, то есть вот ты уже на этом этапе можешь себе помочь тогда и смотреть, а что концепция эта твоя в этом плане тебе помогает или не помогает, и как ты должен отдыхать, как ты действительно должен отдыхать, а не как ты привык, да, отдыхать, набираться сил. И в генных ключах, насколько я знаю, там есть у кого-то ключ, кому важно в уединении быть, да, а кому-то важно пить вино и веселиться с друзьями. Да. У нас в студии сегодня сооснователь Daily Resource Алена Лой. И я на нее посматриваю, потому что у нее генный ключ такой: пить вино и веселиться. А у меня, например, быть в уединении, и мы знаем ключи друг друга, и поэтому мы не продавливаем. Но вот, знаете, я хотела про тело сказать, что удивительно, я никогда про генные ключи так, никогда их не рассматривала в таком разрезе, как вы говорите, да, а ведь я сама приверженец таких концепций, что все начинается с тела, потому что даже так как мы школа медитации, да, у нас разные школы, традиции, техники, и многие связаны с энергопрактиками. И вот прежде чем начинать качать энергию, нам нужно дать форму телу, дать некий
прочный сосуд, чтобы этот сосуд выдержал, да, ну, я условно говорю сосуд, да, надо работать со своим физическим телом, потому что с него начинается, оно должно быть готово принять новую энергию, да, и больше поток, потому что иначе тело не выдержит, иначе оно будет разбалансировано, и все начинается вот с него. И пока вы говорили, я вспомнила про очень классное упражнение в психотерапии. Я была в психотерапии 7 лет, ходила уже просто как подруги, каждые выходные там жаловалась или просто делилась радостью. Ну, мне было просто комфортно, но результата вот прям такого не давала, потому что сейчас не об этом, да, но вот там было очень классное упражнение, когда ты в стрессе или в эмоциональной нестабильности, ты возвращаешься в свое тело, ты начинаешь там трогать условно свои руки, да, ноги, там говоришь, я в своем теле. И вот через такое принудительное ощущение своего тела, проживание, да, его проживание момента, да, в котором ты ощущаешь свое тело, наверное, так будет корректнее, ты выравниваешь свое состояние. Или так же, как у нас там в Дели есть практики глубокого дыхания, потому что это тоже тело, первичное тело, это не эзотерика, да, они вроде бы там из кундалини-йоги или каких-то других видов йоги, и ты там глубоко дышишь, эти методы используют и спецназовцы, да, но это физиология, да, ты просто насыщаешь там свой кислородом организм и стабилизируешь свое состояние. Но первично через тело, и с этого все начинается. И только потом ты можешь уже задумываться о каких-то высоких концепциях или о взаимодействиях с людьми. Но пока ты не умеешь управлять тем, что тебе дала природа, да, единственно ценное, ну, как мы можем дальше во-первых, взаимодействовать, а во-вторых, быть полезным, да, кому-то, если мы не можем быть полезным самому себе. Бросаются люди всегда там спасать других, да, и у многих есть такие генные ключи, да, когда они такие альтруисты, хотят всем помогать, но это теневая сторона, потому что я видела просто недавно, смотрела ключи своей подруги, мы с ней это обсуждали, она говорит, я все время бросаюсь там всем помогать, а у нее прям показания, что ей нужно заботиться в первую очередь о себе. Прям так в ключах написано. Это удивительно. Ну, потому что многие об этом забывают, и ключи они возвращают к этому. Да, и вот в ключах как раз мы рассматриваем на 3 уровнях, да, то есть первая последовательность это, конечно, всегда мы обращаем внимание на это как бы уровень физического, да, это наше тело, потом уровень эмоциональный, это когда мы вот эмоциональные защиты все ментальные, да, вот рассматриваем. Во второй последовательность Венеры она называется, или партнерство, да, и третье это тогда когда мы это все проработали, тогда мы получаем совершенно другую ментальную ясность. И вот ментальная, да, то есть это все уже как раз последняя часть, последняя последовательность, когда ведь ну, на социальном плане мы проявляемся, потому что важно, что благополучие, к которому мы приходим, да, оно на всех уровнях. Это не только о зарабатывании денег, и как раз вот это вот ясное ментальное видение помогает нам ежедневно принимать те решения, которые будут поддерживать меня, да, именно на всех уровнях бытия. То есть это ясное ментальное видение того, что происходит со мной, в каком я состоянии, да, что происходит вокруг, чтобы видеть больше возможностей и принимать те решения, которые будут эффективными в данный момент. Да? То есть все начинается вот именно с физиологии, с физичности своей, да, с нашего тела, эмоции и ментал. Это ментальная ясность. Вот как бы 3 уровня, с чем мы работаем, когда мы работаем по методике генных ключей, когда проходим золотой путь. А можно прям конкретные какие-то прикладные примеры, когда человек пришел с запросом, допустим, «хочу больше денег», ну, например. Часто же, вот к нам, например, часто приходят с таким запросом в Дейлик, да, они там приходят качать энергию, кто-то практики проходить. В генные ключи, уверена, ну и к нам тоже приходили, да, вот с такими запросами «хочу больше денег». Были ли у вас какие-то реальные кейсы, в которых вы человеку подсказали его слабые места, и он увидел и получил результат?
Ну вот как раз, кстати, вот в этом году у меня эта консультация была, наверное, года 3 назад, потому что, опять же, да, не все всегда дают обратную связь, и я ее никогда не прошу, потому что у меня есть какое-то такое, я даю человеку, вот, ну что дала, а дальше как бы человек не обязан мне ничем, да, и я очень часто, ну, никогда вообще не спрашиваю обратную связь, если человек сам не дал. Поэтому, может быть, у меня еще нет столько подтверждений. Но вот, скажем, в этом году человек года 3 назад был на консультации и пишет: Елена, спасибо, вы просто не представляете, вот все, мне так, прям вот я хорошо разобрался. А часто просто люди приходят с определенными сомнениями, да, и мы когда смотрим на профиль, мы говорим, как вообще более корректно для него, да, или почему он вдруг в этом сомневается, чтобы показать, что корень на самом деле сомнения лежит внутри. Потому что человек уже на самом деле чувствует, да, он понимает, да, что ему хорошо, что плохо, но иногда где-то закопался. И вот он говорит: у меня все хорошо, у меня все здорово, вот теперь еще, я думаю, почему обращаетесь? Он говорит: да вот жену теперь еще хочу, чтобы вы проконсультировали. То есть такие. Был еще такой, скажем, момент недавно, когда человек тоже по предназначению про деньги, да, это же все как бы вторичный фактор, потому что первичный фактор — ваше состояние. Я смотрю, у человека как раз основной это вопрос. Это неумение держать свои границы, а когда мы это не умеем делать, мы прогибаемся, мы истощаемся, мы неправильно, по сути дела, заключаем договора, неправильно соглашаемся на работу, да, не та сделка. И мы как раз идем на истощение. Я пытаюсь объяснить в этом случае, да, что дело не в том, где вы работаете, да, потому что пока, то есть, тем более я и не знаю, скажем, специфику каждого бизнеса, но проблема в том, и когда я слышу, он действительно звучит так: человек истощен, и основной ему вопрос, что он неправильно договаривается в самом начале, да, и соответственно, позиция не та, зарплата не та, ну, любыми способами мы себя истощаем, да, то есть не чувствуем вот этого баланса. И здесь работать надо в первую очередь здесь. И не все готовы. Да? Ну, моя задача озвучить. Не я влияю, человек сам делает выбор и влияет, будет он дальше работать над этим. Потому что там еще появляются глубокие вопросы, и не все готовы понять, что надо действительно проработать себе, потому что всем хочется узнать путь к деньгам. Работа, другая работа, она тоже не даст вам больше денег, если вы, опять же, делаете ошибки на моменте заключения, да, вот договоров, да, договорных отношений, где вы не обозначили, за что вы работаете, да, вот это видение. Вопрос, где деньги, да? Деньги в наших внутренних установках. И опять же, а для чего вам деньги? Тут у каждого, между прочим, может быть свой затык. Некоторые просто, может быть, не видят. Но иногда я вижу прям, насколько гармонично это происходит, и даже, то есть как бы получая подтверждение, да, что если у человека наделен огромным творческим потенциалом и творческими возможностями, но который вот этот проект требует огромных ресурсов, ну, соответственно, денежных ресурсов, чтобы он был реализован. И почему-то жизнь заботится об этом человеке. Вот чем грандиознее идея, чем грандиознее ее вообще влияние на все целое, потому что целое выбирает, жизнь выбирает. И мы должны просто видеть вообще эту жизнь как целое, и тогда мой проект, насколько он грандиозный, да, насколько он вообще востребован, чем он служит. Если он действительно служит, то у кого-то вдруг муж появляется такой, да, который понимает, что да, и поддерживает, да, у кого-то вдруг находятся инвесторы или партнеры, видя, потому что вот все равно начинается внутри, и если вы хотите больших денег, это у вас должна быть какая-то грандиозная идея, которая ну, соответствует, ну, вот такая какая-то универсальная, может быть, которая будет служить, ну, большинству, да? Хотела бы про сферу денег еще сказать, да, на примере своих ключей. У меня есть дар синергии. Я, правда, хорошо объединяю людей, сплочаю их, они там работают. Я, ну, недаром много лет подряд была продюсером, организовывала мероприятия и съемки, да. И вместе с тем с вами мы обсуждали мою проблему, что часто у меня не идет энергии, в том числе и деньги, когда
я держусь за что-то и не делегирую. Кому-то нужно делать, да, самому руками, а у меня в ключах важная часть делегирования. И я заметила, что когда я нанимаю команду профессионалов, доверяю, отпускаю, вообще забываю об этом, иду отдыхать, и они там сами работают, ну, я правильно подбираю, да, тогда у меня энергия течет свободно в этом плане. А когда я держусь за что-то и делаю сама, там, день и ночь, техническую часть, там, чуть ли не монтирую иногда какие-то видео по 2 недели, потому что мне это нравится, да, тогда у меня и стресс, и вообще все по всем фронтам в затыках, да, потому что я не следую своей природе, да, я делаю так, как мне нехорошо, так как я действую в теневых состояниях, да, и вот понимание, что да, это есть мой паттерн, да, и мне нужно просто поменять стратегию, и это выведет меня сразу же в другое состояние, в нужное для меня финансовое, да, поле, то ну, как бы, понимание этого, оно упрощает жизнь, оно ускоряет тебя во многих процессах, да. И вот это что касается финансовой части, да, мой личный пример. А вот есть у каждого человека в генных ключах рана. И здесь у меня сразу 2 вопроса, да. Первое, что такое рана? И у всех ли она есть, да? У всех ли она болит? И почему рана становится призванием? Ну, в профиле это есть у всех, эта сфера, и когда мы рассматриваем и трансформируем себя, свои паттерны, старые поведенческие паттерны через отношения, эта сфера как раз называется рана. И ее как бы исцеление, да, то есть понимание ее, как работает, оно выводит нас в призвание. И эта же сфера, то есть этот же отпечаток, этот же ключ, эта же линия становится вашим призванием. И мы идем в процветание, да, в другую последовательность, разобравшись, конечно, с тем, что нас сдерживает. Получается, это тот сдерживающий, возможно, фактор и самый глубокий фактор, который заставляет нас расти и развиваться. Потому что, ну, всем же хочется процветать, правильно? Но и вот этот вот какой-то страж такой внутренний, да, который требует от нас встать на путь героя и действительно понять, разобраться. Причем импринт то есть вот отпечаток, это по планете Марс, если там ввести астрологию, не особо этим владеем, но тем не менее, то есть это какая-то незрелая энергия, наша тема, которая впечатана в нас за 3 месяца до рождения. Эта тема, то есть всего существует 6 ран, я их могу озвучить: рана подавления, отрицания, стыда, отвержения, вины и разделения. Да? То есть и это человечество несет в себе одну из 6 этих ран. По сути дела, это то, как мы защищаемся от боли, да, мы же не хотим страдать, да, мы защищаемся от какого-то дискомфорта. Кто-то, если отрицание, это имеется в виду отрицание ответственности за свои чувства, да, легче обвинить другого: это ты виноват, ты меня задел, да, а кто-то боится быть вдруг облеченным в своей какой-то некомпетенции, ему стыдно, да, и этот стыд ведет его по пути избегания, лучше избежать этих таких каких-то шатких моментов. И вот каждый проходит по своей этой стезе, да, и как бы понимает, что это всего-навсего паттерн, и он пришел только потому, что в нем есть другая сильная сторона, да, и когда мы ее понимаем, и получается, что вот овладевая вот этим, да, то есть понимая, как это работает, это же ведь нас задевает, это нам, ну, никому неприятно, да, вот возьмем, скажем, рану отвержения, да, человек постоянно боится, что его отвергнут, да, и он чувствует это отвержение. И вначале это же жизнь как будто бы проводит вас через эти опыты, да, родители могут отвергать резко, да, но это отвержение, это иногда резкое какое-то обрывание, да, там друзья предают, близкие партнеры предают, и мы проходим через это, мы как будто не соединяемся
соединены с другими. И вот это вот постоянное отвержение, это то, с чем мы пришли здесь встретиться, да, и все хотят принадлежать, да, соединяться друг с другом. И когда человек понимает, ему же это больно, и когда он идет уже, разобравшись своим паттерном, и идет вот как бы в процветание, в служение жизни, да, как он отдает дань целому, да разве он будет? Он же понимает, насколько это больно. И вот тогда у него в проявлении он настолько может создать дух сопричастности в коллективе, да, он объединяет, да, потому что он понимает, очень сложно быть отвергнутым. И как будто бы вот осознав эту боль, разве мы будем нести эту боль дальше, да? Это, естественно, когда вы осознаете, и вы понимаете, как важно быть, да, и как вообще соединяться, как важно быть причастным к одному какому-то, да, там, проекту. То есть никто не отвергнут, никто не забыт. Вот это вот такая другая энергия выходит из этого человека, другое видение того, как мы можем объединиться. Или, скажем, там, линия стыда или неценности. Они же понимают, насколько это больно, когда тебя недооценивают, да, и они вообще очень хороши потом, наоборот, они видят ценность. Причем ценность людей или ценность идей, ценность проектов. То есть понимая, насколько неценность может задевать, да, они готовы открыться ценности. Они и свою ценность проявляют, и хорошо замечают ценность других. Даже если взять, скажем, про рану отвержения я вам сказала, как они хорошо могут вот именно создавать комьюнити, да, вот соединять людей, нести этот дух сопричастности. Так же, как и, скажем, третья линия, когда вот я смотрю по линии раны, люди иногда молодцы, когда вот мы порою чересчур придаем высокую ценность, а тут рана обесценивания, да, то есть стыд от того, что не ценности. И это тоже иногда хороший заложенный в природу механизм, потому что мы иногда придаем чересчур большие значения каким-то моментам, да, то есть вот к сегодняшнему эфиру мы готовились, мы что-то, может быть, волновались, а ведь может быть, чрезмерную какую-то ценность этому, а ведь это просто жизнь, да, это просто еще один опыт. И вот я заметила, что у них есть вот эта какая-то врожденная тогда история, обесценить именно то, что как бы принизить. Да это все нормально, да, можно упасть, можно разбить коленочки, но всегда можно встать и пойти дальше. Этот какой-то юмор по отношению вообще к жизни, к нашим ошибкам. То есть это нормально, то есть мы не всегда на высоте, и этого нечему стыдиться. Все хорошо, идем дальше. А какая у вас рана? У меня вторая линия раны. Она называется, если как рана, это рана отрицания, то есть когда человек не чувствует, что его эмоциональные состояния вызваны какими-то его собственными процессами, особенно это по большей части это гнев какой-то, который нас, и вопрос как раз для меня, моего роста, как я справляюсь со своими эмоциями, потому что важная задача всегда эмоциональной сферы проявлять, да, не потому что предыдущая рана подавления, и вторая линия, она иногда, то есть там еще у нас есть другие аспекты, то есть по моим аспектам я как бы эмоциональная реакция, сокрытие своих эмоций, да, то есть тут есть какое-то, там может быть недовольство, да, какой-то внутри гнев, а я скрываю эти реакции, и это, естественно, там до поры до времени. И вот ты виноват, ты меня задел, да. Хорошая, то есть высокая частота, почему? Это вот реакция, почему мы чем-то возмущены. Нужно просто смотреть, а на что мы возмущаемся. Это чаще всего на мнение других людей о нас. То есть здесь заложена сила чувствовать свою природу. И, естественно, как бы стоять на страже своей природы. И если другие говорят о вас, какие-то мнения, которые вам не созвучны, то вы не чувствуете, что это вы, да, и у вас естественным образом вырывается, может быть, гневная реакция защиты. Но вы же можете по-другому посмотреть, а может быть, вы неправильно проявляетесь, да, может быть, вы, здесь как раз задача проявления своих эмоций, не сокрытия их, да, а проявления. Но гнев — это же, другая сторона, это страсть, можно со страстью говорить о чем-то, да, может быть, сейчас я со страстью говорю о генных ключах. И тогда вот наступает некая легкость в признании того, что каждый какой-то несет свою природу, да, и то есть мне проще принять, что если другой именно такой, я его... То есть мне не надо накладывать на него свое мнение, свою проекцию. Да, он такой, да. То есть мне легче принять его естество.
И это то, чему, может быть, и я учу. Вот эта страсть, это все равно основа, да, и то, что во что я влюбляюсь, да, что вот зажигает во мне эту страсть, то мне проще как бы продвигать в этом мире. То есть я несу послание какое-то, да, вот оно, да, страстно. И для меня это, скажем, в какой-то момент это стали генные ключи. То есть я нашла какую-то идею, то есть для меня не важно, что это не моя идея, но это та идея, которую я вижу жизнеспособна, да, я могу подсветить ее важные аспекты, да, я как бы выношу ее в мир. И это вот, то есть из той раны вот эта страсть, она, которая может быть иногда гнев и отрицание, теперь она становится вот этой моей страстным проявлением здесь, да, моей любовью, которую я несу другим. Вы преподаете генные ключи. Можете рассказать про ваше обучение? Я знаю, что ам, так как вы являетесь амбассадором генных ключей в России, и стоит здесь отметить, что Ричард Радд это человек, который жив до сих пор, да, и актуализирует каждый раз метод, да, знания. Соответственно, вам доступна расширенная версия, и у вас есть обучение, и можете рассказать, как оно проходит, сколько длится, кому полезно, как попасть? Мгм. Хорошо. Значит, в генных ключах есть разные подходы, да, и человек может выбрать для себя то, что ему надо. Для некоторых это только, скажем, консультация, когда они хотят разобраться с собой, с детьми, там, с партнерами, да, и я как проводник генных ключей могу помочь разобраться. Это может быть одна консультация, может быть две консультации, может быть три по-разному. Но это вот чисто работа с собой через свой профиль. Причем после консультации там еще есть какие-то мои задания, да, и человек все равно работает сам, да, то есть я как бы направляю, и он еще сам может в чем-то там разобраться, что-то подкрутить, докрутить, вот. И это одна часть, которая иногда достаточно некоторым людям. Некоторым, говорю, вот достаточно услышать ответ на свой вопрос, и все, и им больше это не нужно. Есть те люди, которые там, ну, тоже разбираясь с собой, понимают, насколько это им откликается, и они хотят в дальнейшем для себя это использовать это знание. Кто-то, например, ну вот так же, как психологи, да, которые тоже все больше приходят в эту практику, они хотят поглубже изучить метод, да, чтобы применять в своей практике. Либо это, например, астрологи, которые, читая натальные карты, добавляют еще вот эти архетипы генных ключей, и это тоже расширяет. Некоторые астрологи говорят, что им полезно даже знать профиль, понимать принцип раны или принцип вот наших интеллектуальных защит, чтобы проще донести знания для человека, потому что когда он видит, какие защиты ему приходится преодолевать. Да? То есть тогда человеку нужна как будто бы обучение этой системе. Вот. И обучение этой системе начинается с прохождения золотого пути. Но даже когда человек хочет только с собой и для себя, и не нести дальше это знание, он глубже, это тоже, в общем-то, полезно пройти именно золотой путь. То есть разобрать все сферы в каждой последовательности, по последовательности, более подробно, более прицельно посмотреть на свое проявление и узнать, а как проявляются другие. И это либо проходит индивидуальным сопровождением, либо в группе. Очень полезны групповые форматы, потому что здесь, понимаете, у меня, скажем, вторая линия раны, я ее уже прожила, знаю. Мне, особенно на начальном этапе, когда я сама обучалась, как важно слышать носителя, скажем, другого паттерна, как он проживает. И это расширяет мое видение, это снимает многие вопросы, когда там, мало ли, у меня уж у партнера точно такая же, когда я слышу, как звучит эта боль с уст другого, да, многие вещи снимаются. Поэтому прохождение в группах очень такой мощный инструмент именно раскрытия и себя, и видения вообще более широко картины мира. Это вот прохождение золотого пути, либо индивидуально, либо в группах. А дальше, после того, как мы сами разобрались свои, вот почувствовали на себе, чем хороший метод, на себе почувствовал, ты понимаешь, как это работает, тогда тебе проще доносить другим. Но, тем не менее, все равно нужна какая-то ориентирующая составляющая. Я как раз в этом году, так как мы очень долго ждали выход программы гидов на русском языке, мы ее давно уже перевели, но технические возможности сайта Ричарда
не позволяли пока разместить эту программу на русском языке, а запрос есть. Да, но раз я здесь амбассадор, я представляю эти генные ключи, конечно, я чувствую некую какую-то свою ответственность, а главное дело, я чувствую запросы. Я всегда доверяю полю, реагирую на то, а что жизнь от меня сейчас спрашивает. И если появились уже многие люди, которые готовы вести дальше, и они уже ведут дальше, и мне бы хотелось, конечно, им подсветить какие-то моменты, чтобы они не совершали каких-то, может быть, ошибок, которые, может быть, были свойственны мне на первых этапах, да, потому что уже есть какой-то опыт, которым я готова поделиться. И в том числе укрепить их в их компетенции. И у меня в этом году родилась другая программа, да, то есть кроме того, что есть «Золотой путь», который раскрывает конкретно себя и вас, да, именно для тех, кто хочет идти глубже, понимать, как доносить это знание, да, и мы, вот у меня, я назвала это практика генных ключей, это как раз примерно о том, что мы можем, углубляясь в это, да, тренируясь, как бы раскрывая, подсвечивая друг друга, и у нас тут еще родился вот такой термин, мы подумаем друг об друга. Это очень интересно как раз, потому что мы очень часто не видим какие-то даже свои сильные проявления, когда другие это замечают, и нам это отражает, это настолько еще больше нас одухотворяет и придает эту внутреннюю уверенность. И вот мы как раз как будто бы подсвечиваем друг другу. И многие, я смотрю, уже кто-то там игры трансформационные проводит, основанные на генных ключах. Мы тоже разработали, у нас есть специальные карты с игрой, стал более активно, то есть активно проявляться во внешнем мире, там кто-то как проводники, вот, и это вот практикум, который, другая ступень, если кто хочет действительно использовать их более профессионально, да, понимание архетипов генных ключей, чтобы, когда понимаем суть, и те, кто уже давно, они уже уловили суть, потому что если вы посмотрите книги, она достаточно большая, и люди иногда как бы теряются и сразу истощаются, видя большие тексты, иногда некоторым кажется сложно, а когда человек уже много в этом сфере проработал, он видит какую-то суть, а суть всегда в простоте. Ну, даже генный ключ у нас такой существует, да, сложность, простота и квинтэссенция. Квинтэссенция – это основная суть, да, чувствуя основную суть, очень легко простыми словами бывает донести. Ну, и вот как бы цели и задачи были этого практикума, и дальше будут, и на следующий год я вижу, как это развивается, именно чтобы как можно больше было проводников, да, кто может донести до людей и раскрыть их профиль, и раскрыть для них же их суть, да, то есть быть проводниками. И, в том числе и проходя, да, с Ричардом еще раз программы, да, то есть он еще больше как бы дает и углубляет, потому что, опять же, первый раз, когда я сама проходила свой золотой путь, раскрывала свои сферы, у меня было одно видение, да, оно было, может быть, как я и говорила, снимается один слой. Ну, это и очень хорошо, знаете, вот там ранка, она же тоже заживает слой за слоем, а потом мы уже готовы идти глубже, глубже, потом уже тени нас не отягощают, мы как будто становимся ловцами этих теней. А где еще? Вот она, я еще здесь могу немножечко как бы отрафинировать, да, себя или отшлифовать где-то. Вот, в своем проявлении. По большому счету, большинство это сейчас, естественно, онлайн-обучение, групповые форматы офлайн. Я с них начинала, и это важная часть была. Хорошо, что они были. Почувствовать, потому что когда ты уже онлайн, тебе надо как будто бы уже прям хорошо быть укрепленным, может быть, в этом, да, то есть понимая, как это работает и в группе офлайн, но тем не менее офлайн я очень люблю, и некоторые консультации, они сейчас и онлайн, и офлайн. И уже как бы онлайн – это наша реальность, и мы уже понимаем, как здесь работать, да, то есть и как подавать материал. Тоже я как бы больше тоже свои методы совершенствую, чтобы людям было интереснее, да, и чтобы, то есть это было и подача материала, и видео, и текст, и в то же время это была возможность общения, да, то есть всегда это там какое-то подключение к чату, где мы можем в живом диалоге, не только как раз я даю ответы, другие, потом мы встречаемся и проводим шеринг-группы, когда действительно важно поделиться, учимся правильно слушать, когда, то есть кто-то делится, да, то есть когда кто-то делится, это ни в коем случае не диалог, да, это держание присутствия, держание поля, а другой тогда спокойно и,
желание слышать другого. Вот, то есть, ну, как бы вот развиваем какие-то свои такие компетенции, чтобы быть проводниками этого учения. Елена, спасибо вам огромное за то, что вы пришли, за ваши знания, которые вы несете в этот мир, которыми делитесь, благодаря которым люди могут действительно обрести свое счастье. И многие сегодня услышат про этот метод впервые. Кто-то, кто уже сталкивался с этим методом, откроет для себя что-то новое. Я в этом абсолютно уверена, потому что мы работаем с генными ключами, и я сегодня для себя подчеркнула целый океан деталей, которые упускала ранее или которые мне были недоступны, да. И хочется здесь отметить, что генные ключи — это не предсказание, не инструкция, не такая мистика, да, это инструмент, который вам поможет исследовать себя и открывать в себе новые и новые грани, и как бриллиант обтачиваться, сиять и становиться счастливей, потому что в этом и есть предназначение метода открывать дорогу для того, чтобы ты достигал максимальной реализации, был полезен другим и при этом чувствовал наполнение и максимальное проживание своей жизни и своего предназначения, наверное, так, да? Да, вы же уже не первый год, поэтому уже чувствуете, в чем именно метод, да, что он именно дает. И я как раз хочу тоже еще раз подчеркнуть, что это даже если у нас есть вот этот отпечаток, который мы получаем при рождении, это всего лишь наш путь, да, путь разблокировки. И вот в результате, каким мы станем, что точно мы будем делать, будет зависеть от того, что в этом мире сейчас проявлено, да, и куда нас мир призовет. То есть мир встраивает нас в себя, да, и наша задача как бы раскрыть свой потенциал, показать, а вот что еще в нас есть, чтобы быть востребованными в любой ситуации, да, в любой жизненной ситуации, которые иногда непредсказуемые, да, и уметь совладать с любыми ситуациями. Поэтому импринт, который мы получаем, это как раз путь нашего раскрытия. И там, да, есть подсказки, да, есть те вызовы, которые перед нами стоят, но они нас ни в коем случае не определяют. И задача как раз, видя паттерн старый, сформировать новый. То есть вот это вот прям, ну, формирование себя по-новому, да, на другой частоте. То есть если мы были пропечатаны на одной частоте, ну, можно же пропечататься и на другой. И вот здесь как раз тоже, ну, хочу подчеркнуть именно связь и с научной точки зрения, это давать себе проживать по-другому, да, то есть новый опыт. Мозг работает всегда, то есть мозг дает предсказания на основе того, что вы проживаете сейчас, на основе вашего опыта. Если вы хотите менять свою жизнь, то нужно прямо сейчас дать тогда, да, простроить эти нейронные сети. Они тоже, может быть, не за один раз простраиваются, да, а раз за разом, понимая, где у вас там есть какая-то, во что вы спотыкаетесь, раз за разом учиться проживать эту ситуацию по-другому. И в то же время, как бы, ну, не зная свои паттерны рано, не выходить в них, да, не обвинять себя, не стыдиться этого, зная, что, ну, это все нормально, это часть просто паттерна. И я здесь не раб этого паттерна, да, я не раб всего этого, я могу действовать по-другому. Да, и какая-то есть подсказка в профиле, в том числе, как по-другому. А с другой стороны, потом, по сути дела, он и не нужен. Да? Это просто именно то, что нас ведет к раскрытию себя. А дальше, вот, ну, чем более осознанным мы становимся, тем больше в нас получается этой ясности. И эта ясность — это вот, ну, все. То есть нам даже иногда советов не надо. Да, вот мы понимаем именно так. Вот именно это и все. Да? То есть вы понимаете, это ваше. Потому что когда люди приходят иногда и опять спрашивают, а что я должен делать, да, чтобы быть счастливым. И я всегда задаю вопрос, а что вы хотите? Потому что и люди не умеют слушать себя. И иногда это вот мы настолько закопали все эти свои мечты, а все, что на самом деле мы мечтали и хотели, это, наверное, то, для чего мы родились.
но по каким-то причинам мы это забываем. И в том числе ключи учат нас слушать себя, а что я хочу. И вот именно это и есть наше предназначение. Я говорю, да вы даже больше знаете, в чем оно, чем я, да? Давайте разбираться. То есть вот, а что мы хотим, да? Вот, что приносит нам радость? Радость, удовлетворение, потому что удовлетворение это тоже очень такая широкая тема, да, и она и даже импринт тоже говорит, что пока каждый по-разному может. То есть вот важно чувствовать себя реализованным, да, востребованным, радостным, да, и это нести. И основной такой вот момент, который я очень часто говорю в своих тоже консультациях, даже не само действие, что вы делаете, определяет вообще, на какой вы частоте проявляетесь, а с какой позиции себя вы это выбрали. Вы это действие выбираете из-за страха, что вы его не сделаете или сделаете, да, и что это будет. То есть вот это вот как будто вибрация страха лежит в основе начинания. И тогда это не будет иметь тот эффект, может быть, на который вы рассчитываете, потому что все равно вот это вот как будто бы то, что мы начали делать, оно отравлено страхом. А если вы это действие выбираете просто из любви, да, из любви к себе, из любви к жизни, с вибрацией заботы, да, то есть то тогда это будет совершенно другое проявление. То есть одно и то же действие зависит, его результативность будет зависеть от того, с какой позиции, с какой мотивацией вы начинали. Да? Был ли там страх или любовь? На этой потрясающей просто ноте хочется завершить наш подкаст. Еще раз вас благодарю. И эта фраза, я думаю, что заставит многих поразмыслить очень крепко. Спасибо вам огромное и до новых встреч, наверное. Мы в описании дадим ссылку на ваши курсы. Я уверена, что это будет многим полезно. Спасибо, что пригласили. Вообще спасибо, что несете в мир какие-то новые методы, да, и расширяете именно, не зацикливайтесь на одном, да, потому что кто-то, вот, скажем, я влюблена в это, пока делаю это, да, а вот ваша задача такое расширение, вы даете людям возможность действительно соприкоснуться с разными и выбрать. Выбор — это самое важное, что у нас есть. Да, Всем спасибо. спасибо. Спасибо.